лет 15 у меня уже как... Ну, я официальный инвалид, у меня есть пенсионное удостоверение. И пожизненно мне поставили, я теперь не хожу в эти втеки. Как бы на мне крест поставили, типа уже все. И в самый вот худший перед синтезитом у меня был провал, я с кровати не мог встать. Ну, иногда помогали мне. И начало уже клинить руки и ноги, зависали в таком положении в 90 градусов рука или нога на несколько дней. Меня носили, ну, у меня комната на втором этаже, по лестнице меня носили, спускали на кухню, ну, как бы все уже. Нашел синтезит, начал пить, и вот эти приступы заклинивания суставов, они прекратились все реже. Сейчас клинит, но клинит буквально на 2 минуты. Не на 2 дня, на 2 минуты. Обычно идет на ухудшение или на приостановку сколиоза. А у меня вот пошло как бы вспять. Здравствуйте, уважаемые зрители, мы на канале Синтезит, и сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Он будет касаться достаточно редкого, но сложного заболевания, болезнь Бехтерева, и как синтезит помогает улучшить состояние при этой болезни, при этом заболевании. Скажу сразу то, что сегодняшняя медицина, она направлена на то, чтобы предотвратить усугубление заболевания, но, к сожалению, справиться она с заболеванием не может. То есть максимум, что медицина современная может предложить, это то, чтобы заболевание не развивалось, не прогрессировало. И вот у нас сегодня в гостях Данил. Меня зовут Александр. Данил потребитель синтезита. Он применяет синтезит уже достаточно продолжительное время. У Данила как раз вот официальный диагноз болезнь Бехтерева. И есть определенные улучшения. Данил, еще раз здравствуйте. Пожалуйста, расскажите кратко, да, вот когда вам поставили этот диагноз, сколько вам лет, где вы проживаете и как долго вы вот пытались что-то исправить с традиционной медициной, не с традиционной медициной, как начали принимать синтезит. В общем, ну давайте по порядку. Сначала, так сказать, развитие болезни, с последующих шагов и как познакомились с синтезитом. Слушаем вас. Ну, я живу в Москве, мне сейчас 40 лет. Болезнь началась вот в 2005-2006 году. Мне в 2008 году поставили официальный диагноз. До этого тоже, как и многие истории я смотрел, люди бегают по врачам и ошибочно выставляют ложные диагнозы, всякие типа артритов, артрозов. У меня было все то же самое. А болезнь прогрессировала. В это время можно было как-то остановить, наверное. Но когда поставили, уже было поздно, плачевное было состояние. Я уже с палкой ходил на тот момент. И вот получается с 8 лет 15 у меня уже как... Ну, я официальный инвалид, у меня есть пенсионное удостоверение. И пожизненно мне поставили, я теперь не хожу в эти втеки. Как бы на мне крест поставили, типа уже все. А синтезите узнал через канал iSpeak, альтернативная история, и стал смотреть вот отзывы, видео. Ну, очень долго, месяца 2, наверное, смотрел, изучал все. И вот, как бы скажу предысторию, я спортом занимался, ну, чтобы эффект был понятен, насколько мне лучше стало. Очень много занимался спортом, но всегда был везде лучшим по физическим параметрам. Там и в лагерях были грамоты, и за сборную футбола в институте играл. Был на 20 килограмм больше. У меня 64 был вес. Штангой занимался. В самое худшее свое состояние я чайник не мог поднять. Но настолько все ухудшилось. Есть 2 категории, когда просто позвоночник засыхает, но не работает спина, а руки, ноги работают. А есть, когда все суставы, плечи, локти, кисти, голеностопы, вертела и колени. Вот у меня все обрушилось. У меня и до сих пор вот руки, они дальше не поднимаются, тяжело. Там и голову тяжело помыть, приходится поднимать. И до ног не дотягиваюсь, шнурки не могу
завязать. И по ступенькам плохо хожу вот с палкой. И в самый вот худший перед синтезитом у меня был провал, я с кровати не мог встать. Ну, иногда помогали мне. И начало уже клинить руки-ноги, зависали в таком положении в 90 градусов рука или нога на несколько дней. Меня носили, ну, у меня комната на 2-м этаже, по лестнице меня носили, спускали на кухню, ну, как бы все уже. Нашел синтезит, начал пить, и вот эти приступы заклинивания суставов, они прекратились все реже. Сейчас клинит, но клинит буквально на 2 минуты. Не на 2 дня, на 2 минуты. Ну, я сам разрабатывал, она расходится. И что заметил первое, это ночью одеяло стало легче, оно было как бетонная стена. Ну, кисти прям ломало. И я понял, что ну легкость, ну, кисти не ломит, оно как будто и в несколько раз легче стало. И сам стал легче вставать. Если я долго полежу там без подушки, если голова вниз уходит, я не достаю до матраса, встать потом невозможно. У меня в итоге голова сама достает. Ну, такого вообще быть не может, у меня позвоночник стал более гибкий. Я вот последние полгода почувствовал хруст в позвоночнике, он зашевелился. Потихоньку стал расшевеливаться. И разгибание, вот этот угол за день сгибает меня, и я его могу в течение дня разогнуть. Так это ночью нужно было делать. А сейчас угол подвижности, он увеличивался. Ну, как бы такого я не видел. Я много смотрю видосов всяких с этой болезнью. Обычно идет на ухудшение или на приостановку сколиоза. А у меня вот пошло как бы вспять, можно сказать. Вот Ну, это такой феноменальный результат, то есть я понимаю, что вот вы в этой болезни, наверное, досконально разбираетесь, потому что это вопрос вашей жизни и смерти, насколько я понимаю, потому что, уважаемые зрители, вот болезнь Бехтерева в итоге в чем она выражается, вот как бы вот финальная, так сказать, стадия, когда просто человек, насколько я понял, он просто застывает, то есть он вообще двигаться не может, правильно, Данил? Да, застывает и, как правило, в пол смотрит, его сгибает. Вот у меня, видно, сбоку-то видно, что голова немного туда идет, я не могу выровняться. Шея, она у меня заморозилась, вот я ее на чуть-чуть, вниз она вообще не ходит. И в бок, вот к плечу, вот это все, что она может. Но, тем не менее, весь столб позвоночный, он дает большую амплитуду, в итоге стал давать. Так что это действительно удивительный результат. Да, удивительный результат. И, уважаемые зрители, то есть, вот Данил, так сказать, каждый человек, кто сталкивается с какой-то вот проблемой, от которой зависит жизнь или смерть, естественно, ему доктора помогают, он сам себе помогает, изучает, разбирается, смотрит материалы. Данил стал экспертом в области своей проблемы, изучил, наверное, все, что есть в современном интернете, как может помочь и научные, наверное, издания вы разные читали в том числе, то есть пытались какой-то найти, может быть, новинку, да, инновацию. Вот, соответственно, такие вот результаты. То есть, для меня это результат феноменальный. Естественно, да, если болезнь, которая не могла пойти вспять, пошла вспять, это говорит о том, что случилось чудо. Ну, конечно же, мы говорим, что это не чудо, это практика, это произошло, и это связано с теми процессами, которые синтезит помогает в организме восстановить, да, то есть как предположение у нас сейчас идет такое. Вот. А Данил, а почему вы решили, что в принципе синтезит может в вашей ситуации помочь? Вот вы смотрели там пару месяцев по поводу синтезита, интервью, которые я делаю с нашими потребителями, да? Почему вы решили, что он может вам помочь? Как вот ваша логика работала в тот момент? Но мне тема откликнулась расщелачиванием крови. Я стал смотреть питание и дыхание. Посмотрел свой рацион и понял, что у меня закисливается организм очень сильно. Очень много было мясных продуктов и мало очень зелени. Я зелень взял в 70% больше, увеличил. Потом дыхание стал делать, понял, что расщелачивание помогает легче. И как раз вот один из фактов, что кровь разжижается при синтезите, это вот самое то.
И на утро вот эта скованность, она как бы ушла, стала уходить. Я по лестнице с утра всегда спускаюсь, опираясь плечом на стену или за перила. В итоге только с палкой, ну, я никуда не деваюсь. Это первый спуск. Это огромная, ну, разница. Вот утренние часы, они такие очень сложные с этой болезнью, и вот разница, она сразу почувствовалась. То есть получается, что если раньше во время ночного сна ваш организм еще больше, так сказать, застывал, потому что параметры крови Да. не позволяли восстановиться каким-то моментом, да, суставы, связки, позвоночник снабжать нормально кровью, то сейчас с синтезитом восстанавливаются параметры крови, насыщение крови кислородом, биохимия, возможно, да, восстанавливается, и у вас, соответственно, как бы организм за ночь восстанавливается, а не наоборот, как бы деградирует. Вот как бы, как, ну, я вот из этого речи понял. А вы периодически анализы сдаете какие-то вот биохимические? Э, С врачами я натерпелся, я их так не люблю, что к ним вообще не хожу. Но поднял перед покупкой синтезита, я поднял и посмотрел. Ну, я вычислил, что у меня анемия, потому что ни сил, ни желания, ну, работать, ничего делать не было. Ну, с утра уставший сажусь, и вот стал смотреть. У меня железо там было ниже нормы, ну, там критические показатели. У меня оно как раз было, правда, очень низким. Я подумал, вот то, что надо. Да, Попробовал. сразу на много сторон и помочь с анемией разобраться, и с насыщением крови кислородом, и восстановить реологию крови, да, и вот такой вот результат получается. Я думаю, что для наших зрителей будет интересно узнать, сколько вы принимаете синтезит уже, и вот как эти результаты развивались у вас вместе с приемом синтезита. Да, у меня прям записано первый прием. Ну, если пометку сделал. 16.07.21. Вот. Это уже 2 года у нас получается. И первые 3-4 месяца это как раз, ну, энергия пошла, как и вот большинство отзывов, это энергия. И общий тонус мышц появился, сила. У меня чайник, он еле держал, прям тяжелый был. А сейчас смотрю, ну, вещи в руках держатся. Я художник и рисую минут 15-20, и рука забивалась, кисть, ну, не выдерживала. Сейчас спокойно сижу, вот полчаса. Это, ну, я по будильнику сижу, каждые полчаса встаю, разминаюсь, иначе, ну, все равно затекаю, и хуже становится. Перестал на это внимание, но обращать. Рука стала рисовать. Ну, отлично. То есть вы уже можете нормально трудиться. Ну, не то, что прям нормально, но более, ну, в 2 раза дольше. Это как бы, ну, существенный результат в том числе. Помимо вот всяких ночных моментов, да, вот с этими стопорами, там, заклиниваниями, с позвоночником. То есть уже то, что позвоночник, в принципе, у вас начинает работать, это уже, ну, это как бы, ну, чудесный эффект, по большому счету, да, которого ты редко встретишь. А вот хорошо, первые 4 месяца у вас как бы появлялась сила, энергия, мышцы как-то вот оптимизировались. А как потом развивалось? Вот прошло, получается, год и, грубо говоря, так это получается 5, 6, 7, год и 7-8 месяцев примерно прошло с начала приема синтезита. Как потом развивалась ситуация вот после этих 4 месяцев? Но я всегда делал попытки, ну, физкультурой заниматься, но это всегда очень плохо заканчивалось. У меня отекшие колени сразу же надувались, минимальная нагрузка. Я не мог заниматься спортом. А при застывании позвоночника, при отсутствии сокращения, ну, естественных сокращений тела, желчь плохо работает, почки и печень, нету притока. И я, ну, понимал, что это все ведет к атрофии органов. А синтезит как раз давал вот эту возможность заниматься, потому что тело восстанавливалось и не наливались колени отеками. Я мог продолжать тренироваться по чуть-чуть, стал прибавлять. И пошла лимфа, стал у меня какой-то, ну, постоянный ход лимфы, и токсины стали выходить, потому что были моменты, когда после еды, особенно мясное, но курица, кровь как будто, я не знаю, загустевала, и ничего не мог. Я ложился, и вот мне просто плохо. Ну, как будто умирал. А
синтезит как-то, начал переваривать все излишки белка, который не мог разложиться. Но это, видимо, желчь стала плохо работать. И быстро восстанавливался после упражнений. Стал шевелиться. Естественно, с физкультурой состояние еще лучше начало быть. Отлично, отлично. Но, насколько я понимаю, у вас диагноз, так сказать, инвалидность, да, у вас там пенсионный вот этот вот билет, или как это называется, и вы больше не ходите в эту комиссию, но я со своей стороны, конечно же, желаю, чтобы вы потом все-таки пошли и сказали: а все, ребят, опа, теперь вот так. Но это как бы в будущем, да. А что еще вот, то есть нас будут смотреть люди, у которых подобная проблема. Я думаю, что люди со всего мира будут смотреть это видео. Мы переведем его, конечно же, на другие языки, да. Вот есть синтезит, который помогает, есть физические упражнения, да, которые вы делаете определенные. Вы стабилизировали каким-то образом диету, да, то есть меньше стали мясной пищи принимать, что на самом деле очень важно, потому что мясо это такой токсин достаточно серьезный для нашего организма, кроме рыбы. Вот, да, то есть недавно, я знаю, исследования закончились, но сравнительно недавно там исследовали мясо, курицу, рыбу. Вот, в общем, рыба вообще никак не повлияла на смертность, на рак и так далее. А курица, мясо и полуфабрикаты, это все как бы к токсинам отнесли однозначно, и канцерогены. Больше 20 лет это исследование длилось, там что-то то ли 40 тысяч человек, то ли 20 тысяч человек участие принимали в этом долгом исследовании. Вот, поэтому, конечно же, правильно, что больше зелени, фруктов принимаете, овощей. Вот. Что еще дополнительно вы принимали? Вот, что еще делали? Это будет важно для людей узнать. Вот стал разбираться с микрофлорой кишечной. Вышел на каши «Сибирский здоровяк». Там у них такая технология, которая там доли секунды или несколько секунд обрабатывается зерно, не теряя своих свойств полезных. То, чего нету в современных кашах, и она в муку не полируется. Стал ее заваривать. Это первый шаг тоже был в наладке флоры, потому что флора как бы тоже иммунитету дает свои плюсы. А второе, это, конечно, я пошел к костоправам. Сейчас это такой тренд популярный, они везде мелькают. Меня 8 сеансов побили. Но хорошо, что я пошел с синтезитом. Железо хорошо восстанавливает как раз все травмы, мышечные. И тут такая штука произошла. Как бы врачи убеждают, что позвоночник становится хрупким, но я боялся упасть. Если упаду, я думал, все, там треснет позвоночник, и все, конец. Нет, побили, мышцы болели, мышцы ожили. Но я понял, что ничего такого... Вот здесь поменялся шаблон, что можно с этим что-то сделать. Как бы дает надежду, а это главное, что можно его расшевеливать. Вот. После этого повязки с микросферами, у Фролова Андрея, не помню, как его зовут точно. Да, вот. Но были, я так особо не почувствовал, морочно их надевать, тем более мне, я не могу, у меня только кофты на молниях, очень тяжело с ними. Но эффект тоже какой-то был. И потом последний – это экзомассаж. Я сходил на экзомассаж, тоже 10 сеансов. Понял, что я как раз тогда и узнал, что почки заработали после экзомассажа, он расстрессывает. И у меня пятна хронические были на лице. Они ушли. Я понял, что это почки. Начали тестить то же самое дома, пятно потом вылезло. Дома отец постучал по спине 2 недели подряд. Тоже уходит. Вот тогда я догадался, что это органы не работают, потому что не сгибается, нет естественного хода внутренних органов. И дополнил висцеральный массаж, сам себе делаю по ночам, пускай эту желчь, но синтезит, он как бы основа, он все это восстанавливает, помогает. Только через него он усиливает все эти эффекты. Конечно, многократно усиливает. Уважаемые зрители, обратите внимание, что независимо
от того, какой у вас недуг. Не дай бог, конечно, у вас есть такой недуг или какой-то другой. Очень важно подходить комплексно к решению вашего вопроса. То есть наружне, внутренне, да, то есть морально, психологически в том числе готовиться, менять шаблоны, менять стереотипы. Пока человек функционирует, пока он думает, пока он может говорить, как говорится, да, то есть пока есть человек, можно что-то изменить. Это есть такая аксиома, да. Нет, есть, конечно же, случаи, когда уже терминальная стадия, да, то есть в том или иной ситуации, вот, но все-таки в большинстве случаев можно что-то поменять. Поэтому изучайте, применяйте комплексный подход, воздействуйте как снаружи, так и изнутри. Меняйте питание, нагрузки, образ мысли, применяйте вот висцеральный массаж, другие виды массажа, ходите к нужным специалистам. И все будет налаживаться. Конечно же, используйте синтезит. Это уникальное средство, ему нет аналогов в мире. Мы производим его по уникальной технологии, и эта технология из себя представляет моделирование природных процессов, которые происходят в глубине земной коры, глубоко под землей. То есть это сочетание ряда факторов, которые вызывает появление вот такого вот железа в таком виде, как синтезит. И вот это железо, оно не имеет аналогов среди того, что представлено на рынке, потому что обычное железо, оно обладает рядом негативных эффектов, и для печени оно токсично. Синтезит, он наоборот восстанавливает и работу печени, и работу почек, помогает восстановить работу пищеварительной системы, в принципе, всего организма, потому что он действует прежде всего на кровь. Также он восстанавливает количество стволовых клеток и является как таким помощником против воспаления. Ну и самое главное, конечно, насыщение крови кислородом, дезагрегация, разлепление эритроцитов, кровь может поступать во все органы и ткани, в том числе в почки, потому что вот даже при болезни Бехтерева одно из таких вот действий, которые она в том числе оказывает, это вот побочные действия на почки. Вот то, про что сейчас Данил как раз говорил. Кроме того, вот, может быть задета работа сердца еще. У вас с сердцем все нормально было, не было аритмии? Нет, в сердце у меня, да, была, но это сахар. Я убрал сахар, но ночью перестало стучать сердце, в ушах шум пропал. Угу. Ну, хорошо, Да. хорошо. И, конечно же, то есть, вот, расскажите свой секрет, да, то есть очень важно, вообще, в принципе, в жизни важно не унывать, да, потому что уныние влечет деградацию всего последующую за этим процессом, а когда вот какое-то серьезное заболевание, еще важнее не унывать, не впадать в депрессию. Что вам помогало держаться, вот, как бы, да, вот, и действовать дальше? Ну, я творческий человек, как бы занимаюсь анимацией и рисую. По образованию художник анимационного фильма, и когда вот уходишь в творчество, ты как бы не сидишь в голове и, ну, постоянно выскакиваешь, и когда занят созданием чего-то, это очень сильно стабилизирует обратно, ну, и помогает держаться. Ну, постоянные победы, что-то получается, и как бы на этом можно очень хорошо, не знаю, продержаться, жить ради чего-то. Я понял, то есть творчество давало вам вот эту вот отдушину, да, вдохновение, Да. чтобы Уважаемые зрители, э, всегда занимайтесь какими-то дополнительными моментами, семья, работа, творчество, да, спорт, конечно же, чтобы у вас как можно более разнообразная была жизнь, потому что здесь что-то не получилось, да, не повезло, как говорится, смерти, в любви повезло, да, там вот так вот, поэтому очень важно иметь хорошее настроение. А вместе с синтезитом вот психическая сфера у вас как-то тоже стабилизировалась, как вот настроение стало? Да, да, вот энтузиазм появился. Садишься раньше, видишь задачу, нет желания, интерес. Хочется, не знаешь, как решить, но уже хочется. Понимаешь, что есть силы вот с этим справиться. Это как бы очень важно, когда поднимается внутреннее состояние. Ну, как бы, да, выход, можно сказать, из депрессии. Можно и так это сказать. Депрессии-то особо и не было, потому что, ну, надо работать, надо зарабатывать. Ну, есть какие-то факторы, которые тебя держат на плаву. Если человек ничего не делает, ничем не занят, естественно, он скатится вниз и умрет очень быстро. Вот. Та же лестница на второй этаж, без нее была бы, я думаю, атрофия ног. Но так как есть это условие,
и нужно на кухню добраться, чтобы поесть, и наверх, чтобы работать, это тоже, ну, факторы такие, которые, ну, не дают тебе скатиться. Да, это и творчество, и какие-то собственные придумки, семья, но что-то, что тебя толкает двигаться дальше. Все верно, да. Уважаемые зрители, наша жизнь это, конечно же, ежедневные победы в чем-либо, да, над самим собой, над обстоятельствами, которые вокруг нас. Побеждайте, используйте вот уникальное средство синтезит, которое позволит вам эти победы сделать наиболее приятными, так сказать, да, и вообще, в принципе, достигать большего. Это уникальное средство. Поистине, вы сегодня видели очередной удивительный пример помощи синтезита, феноменальный пример, я считаю. Желаю вам, Данил, чтобы ваши победы становились все крупнее и сильнее, да, чтобы вы победили эту болячку. Дай бог это произойдет. Уже много сделано, уже вот я вижу это существенный результат, аналогов которому в мире нет. Но я уверен и надеюсь, что этот прогресс, он у вас еще будет усиливаться с каждым днем. Я вижу, что вы верите в себя, что верите в то, что все получится. Прошу вас, так сказать, напутственное слово нашим зрителям сказать по традиции нашего канала в заключении нашей беседы. Да, спасибо. Я надеюсь, да, результаты будут еще, и, возможно, созвонимся. Но напутствие – это не унывать, искать решения, потому что возможностей, я думаю, очень много. Нужно пробовать. Вот только так. Спасибо. Уважаемые зрители, если вам понравился этот пример, это пример уникального действия синтезита, конечно же, рассказывайте своим знакомым, близким, не дай бог, у кого-то из ваших родных похожий вопрос. Возможно, это видео поможет им принять правильное решение, получить вдохновение и вернуть себе здоровье или хотя бы остановить прогрессирование этой страшной поистине болезни. С вами был Александр, Данил, Синтезит. Всего хорошего, до свидания.